Всем привет! АвтоВАЗ боится наплыва доступных китайских автомобилей, поэтому просит Минпромторг поднять утилизбор для иномарок. Из-за этого покупателям иностранных авто придется платить на 150-200 тысяч рублей больше. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. Сегодня зашел на сайт autospot.ru и заметил, что предложений на новые авто стало гораздо больше, а скидки за наличные уже не редкость. Но тут все понятно, машины, ввезенные в прошлом году, дилерам нужно продать и привезти этого года. Валюта вновь скачет, и сделать это надо максимально быстро. Ссылку на новые авто с достойными скидками как за наличные, так и за кредит трейд-ин я оставил в описании, пользуйтесь. Также на Автоспот вы найдете лучшее предложение на ТО вашего автомобиля. АвтоВАЗ считает необходимым защитить внутренний рынок от иномарок. Для этого российский автоконцерн предлагает повысить утилизбор. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, данная мера позволит сохранить уровень барьера для импорта. Утилизбор сегодня составляет 170 тысяч рублей. И если раньше по отношению к цене автомобиля это был таким останавливающим стоп-фактором, порядка 10-15% в некоторых моделях, то сейчас это гораздо ниже 10%. Размер утилизбора надо срочно поднимать, чтобы он действительно был мерой защиты внутреннего рынка, отметил Соколов. После ухода многих брендов из Европы, Кореи и Японии, к нам хлынули китайские марки. Да, цены на их машины тоже очень высоки, но глава АвтоВАЗа все равно опасается, что китайцы задавят ладу. Боится с ними конкурировать в честной борьбе и хочет поднятия того самого сбора. Утилизационный сбор является обязательным для всех концернов, работающих в России. В настоящее время базовая ставка на легковой автомобиль составляет 20 тысяч рублей и умножается на коэффициент в зависимости от объема двигателя. При этом государство компенсирует размер уплаченного сбора в зависимости от процента локализации производства. Последний раз утилизбор повышался в 2020 году. Зачем нужен утилизбор? В теории, чтобы компенсировать государству будущую утилизацию товара. Но как показывает практика, например, те же слова Максима Соколова, в нашей стране утилизбор еще искусственно поднимает продажи АвтоВАЗу и отгоняет аудиторию от иномарок. Глава АвтоВАЗа видит угрозу в китайских автомобилях. Он считает, что китайский автопром не создает здоровой конкуренции российским высоколокализованным предприятиям. Могут пострадать люди. Экспансия китайских автомобилей становится угрозой для России, сказал Максим Соколов. Доля китайских автопроизводителей на российском рынке уже выросла с 8 до 25% в прошлом году и по прогнозам достигнет более 30% в этом. А как думаете вы, правильно ли делает АвтоВАЗ? Пишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка юмора. Хочу такую же работу, как у Деда Мороза. Сутки через 364.